Слушайте, у меня для вас вот такая вот новинка. Югус СК-01. Некоторые из вас скажут, что это очередной ТВ-бокс от Югус, в котором нет нифига. Нифига скажу я вам, потому что в нем есть очень много интересных нововведений. Эти нововведения настолько круты, что я, честно говоря, немножечко офигел. Офигел? Не знаю, как сказать лучше. Короче, я от него, честно говоря, немножечко прибалдел. А еще он поставляется с вот таким вот пультом Югус UR02, да, UR02, да, вот такой вот классный и красивый пульт. Честно говоря, я сейчас перейду уже на распаковку, я сейчас перейду с вами посмотрим, сколько он стоит, мы пойдем с вами его хорошенечко потестируем, но перед этим хочу сказать вам одну простую вещь, что Югус еще никогда не делал столь крутой ТВ-бокс. И вот давайте я так скажу одну вещь, и вы просто все поймете. Декодинг всех форматов звука. Все, я сказал. Югус СК-01 с обзором на канале Технозон. А вот и наш Югус СК-1. Dolby Vision, Dolby Atmos, DTS HD, HDMI, 8K. Понаписывали, конечно, M-Logic S928XK. Чтобы вы понимали, этот процессор имеет лицухи Dolby и DTS, именно декодеры. Mali G57, 8 на 128 DDR4 с eMMC, Android 11 и Wi-Fi 6 с MU-MIMO Tutti2R. 1000 мегабитный LAN на HDMI 2.1, Dolby Vision, HDR10, HDR10+, и HLG. Давайте открываем. Слушайте, такая плотная коробочка. Когда плотно заходит коробочка. Так, давай. Та-дам! Сам по себе. Смотри, подожди. А теперь посмотри на сам по себе. Не знаю, сможет прямо сфокусировать? Фокусировать? Посмотри на покрытие. Вообще топчик. Спереди Dolby Vision, Dolby Atmos, DTS HD. Ты поняла, да? Вообще так прикольно сделано. USB 3, USB 2, LAN RJ45, HDMI 2.1, оптический SPDIF и аудио-видео. Слушайте. Вообще топ. Вообще топ. Класс. Красавчик, красавчик. Хорошо. Откладываем. Что в комплекте? Открываем. Пульт Югус UR02. Пульт действительно получился прикольный, с аэромышкой, с голосом, с вот такими цветными кнопками и управлением мультимедиа. И сам по себе пульт легкий, и это действительно OEM от Google пультов. Блок питания на 24 ватта, нифига себе, скажу я тебе. И очень даже хороший кабель Ultra High Speed, который соответствует стандарту HDMI 2.1 8К 60 Гц. Ребят, будем брать его, подключать и тестировать. Ну, друзья, теперь мы добираемся до этого Югуса именно на сайте продавца. На текущий момент 210 баксов. В принципе, всегда смотрите, я ссылку в описании под видео вам разместил, для того, чтобы вы нажимали и смотрели, сколько она стоит на текущий момент. Потому что бывает то ЧСД, то распродажа, то для каждой страны разная доставка. Здесь бесплатная доставка, бывает что-то платное, бывает бесплатное, а бывает скидки, а бывает еще чего-то. Короче, актуальную цену по ссылке в описании под видео. Также, ребят, я прошу вас подписаться, нажать колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши обзоры. Очень крутой роутер, о котором я упомяну, на каком я, скажем так, тестировал, я тоже разместил в описании под видео, потому что, ну реально, под такой мощный ТВ-бокс нужен хороший роутер. Ну, а сейчас мы с вами посмотрим, что же заявляются. 8 на 128 есть в комбинациях с разными пультами. Я, честно говоря, не понимаю зачем. UR02 пульт, он просто-напросто идеален и шикарен. Кстати, отдельно ссылку на UR02 я тоже закинул вам в описании под видео. Отдельно ссылку на UR02. Опускаемся ниже, смотрим, что они нам интересного написали. И читаем, что у нас здесь Android 11, Mali G57. Но это все настолько такая поверхностная информация. 12-нанометровый S928X Quiz. Окей, с различными интересными моментами. LPDDR4 8 гигабайт и 128 гигабайт eMMC. И тут поехали Dolby Vision, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS HD, Widevine L1 лицензии. Dolby и DTS у нас в декодере, не в пробросе. Здесь и Dolby True HD даже транскодируется в оптику
в SPDIF как AC3. То есть здесь полноценный декодер. И Widevine L1 это не все, что здесь есть. Здесь есть и Microsoft PlayReady DRM, и Widevine L1, и CNC ClearK. Короче, здесь есть огромное количество различных лицензий. Да, это не Android TV, но объясню чуть позже. 1000 мегабитный LAN, Wi-Fi 6 UT2R, нифига себе лупящий там как сумасшедший. И поддержка 8К с AV1 кодеком, это все само собой разумеющееся. Кстати, они здесь все описывают и прям заявляются. По мощности тоже вы увидите сейчас, они тут пишут Antutu 200 тысяч, но они врут. Они врут, Antutu 292 тысячи, по крайней мере не в перформанс режиме, в перформанс режиме еще больше. Wi-Fi 6E согласен, AV1, автофреймрейты. Короче, тут рассказали очень много разных моментов, но я думаю, что нужно смотреть все лично. Я думаю, мы сейчас с вами, знаете, что с вами? Мы, наверное, перейдем и потестируем. Мы его уже распаковали, потестируем и сделаем выводы. Перешли. Тесты сети, скорости сети. Объясню. Это самое малое, что я вам могу показать. Вот сейчас вот вы видите результаты тестов, чтобы вы понимали, это не LAN RJ45 на самом-то деле, это Wi-Fi. Это Wi-Fi на Yugus SK1, 5 ГГц, как чистый гигабит. Честно говоря, я удивлен. Wi-Fi действительно крут. К тому же он поддерживает еще 6 ГГц. На текущий день я 6 ГГц не тестирую, для меня этот диапазон не интересен. В наших регионах он пока что под запретом. Поэтому дело такое. Это очень круто. Почему? Потому что фактически, не имея LAN, возможности прокладки LAN, вы можете получить максимальную скорость. Я сейчас включил LAN RJ45, чтобы вы понимали. Давайте выйдем в главное меню. Вы сейчас еще увидите главное меню под Android TV. Я просто поставил сразу ATV модуль. Я уже не буду рассматривать ТВ-боксы без ATV модуля. Да, конечно, я в конце покажу, какой там, есть Yugus Launcher, да, там, который выглядит вот таким вот образом. Вот он, Yugus Launcher. Он выглядит вот так вот изначально. Нет, мне не нравится. Мне нравится обыкновенный мой Android TV интерфейс, который я просто-напросто балдею. Как устанавливать модули, я уже рассказывал. Модуль, ссылка на модуль Android TV есть в описании под видео в нашем телеграм-канале. Переходим, забираем. А устанавливается с флешки очень-очень просто. Теперь LAN RJ45. Тестируем 1000 мегабитный LAN и получаем тоже чистый гигабит. Вот он, пожалуйста. Для меня это вот на самом-то деле очень-очень показательно, потому что на данный момент он работает максимально по сети. То есть с сетевыми возможностями здесь все очень круто. Сейчас еще 2.4 так для такого номинального какого-то теста сделаем. Слушайте, на загрузку, на отдачу, все четенько. Супер. Тут дело в том, что мой принимающий сервер сейчас он записывает одновременно, кодирует и пишет на SSD-шник, поэтому здесь может даже не полностью, это может быть даже не полностью показанные тесты. Так, LAN RJ45 мы отключили. Для получения максимальных результатов Wi-Fi вам нужен и роутер-то прикольный. Я использую Xiaomi BE7000 в паре с ним и вот имею вот такой вот результат. Кстати, советую вам, ссылка на обзор на сам по себе роутер тоже закинул вам в описании под видео. Можете пойти посмотреть. Теперь мы с вами имеем 2.4, я даже смотреть не хочу, на скорости в 200 мегабит. Да ладно, многие ТВ-боксы, чтобы вы понимали, Xiaomi Mi Box такое может показать на 5 ГГц. Вот когда мне говорят, вот покажи мне там самый мощный ТВ-бокс, знаете, один из самых мощных ТВ-боксов. Те, кто сейчас там прибегут, адепты Nvidia Shield и будут кричать, что Nvidia Shield мощнее, нифига, Nvidia Shield не может уже так Wi-Fi, он даже по Antutu слабее, чем вот этот вот ТВ-бокс. Да и возможностей у него меньше. Объясню. Сейчас, когда мы дойдем до раздела звука, вот тут будет вообще весело. Короче, по сетевым возможностям не то, что вопросов нет, я восхищен. Сам по себе интерфейс. Базово наш ТВ-бокс выпускается на вот таком вот интерфейсе. Это Yugus Launcher, и, конечно же, там есть под него Yugus голос, да, который U-Search. Мы можем зайти в вот такое вот меню. Все прекрасно, все красиво. Я установил Android TV модуль и использую сейчас вот такой вот привычный для меня Android TV интерфейс, в котором работает, допустим, тот же самый голосовой поиск. Там, Игра престолов. Могу сказать, что
у нас есть вопрос того, что в русскоязычном варианте игра, поиск от Google не работает, поэтому используем YouSearch для тех, кто там сильно заморочился и кому нужен глобальный голосовой поиск. В украинской версии при переводе на украинский язык бокса, то голосовой глобальный поиск работает во всех приложениях. Следующее, это мы с вами сразу проговорим про его мощность, и мощность у него почти 300 тысяч баллов Antutu. Вы сейчас видите результатик и можете, конечно же, понимать, что здесь даже во что-то поиграть можно. Хотя я не то, что не приверженец играть на ТВ-боксах, на них играть можно, нужно, если там совсем какие-то интересные казуальные Android TV игры, они будут работать. Но мы же помним, для чего эти ТВ-боксы изначально создавались. И хочется отметить, что здесь есть Uplayer, фирменный плеер от Ubus, который проигрывает практически все форматы, и в том числе там Dolby Vision, различных профилей. Об этом мы сейчас чуть позже поговорим. Но если мы пойдем с вами в AIDA 64, видим, что это Ubus Skybox устройство 8 на 128, центральный процессор 4-ядерный Cortex A55 по 2 ГГц, есть старшее ядро большое ARM Cortex A76 по 1,9 на 1,9 ГГц, 64 бит в 32-битном режиме. Кстати, те, кто сейчас начнут спорить, что невозможно сделать 8 гиг на 32-битном режиме, 32-битный режим операционной системы не говорит о том, что ядро не 64 бит. Ядро здесь 64 бит, и адресовать 8 гигов он может. Разрешение экрана у нас 3840 на 1160, он работает на Mali G57, поддерживает до 120 Гц в 4К. К этому тоже сейчас чуть позже вернемся. Сеть мы с вами уже проверили, кстати, здесь Wi-Fi 6 стоит, Wi-Fi 6E даже. При коннекте в 1200 мегабит он выдает почти гигабит на 5 ГГц. Android 11, и он у меня на текущий момент рутован. Температура, мы видим, что у нас есть и GPU, и SOC, и VPU, и DOS, и NNA. Мы можем следить за температурой всего. Но так как бокс сделан очень добротно, он практически не греется. Больше нам там ловить нечего. Хотя, слушайте, многие из вас скажут, обидятся, если я кодеки не покажу. Ай-яй-яй, а вы тут что-нибудь в этих кодеках поймете? Кодеки нужно смотреть не здесь. Кодеки нужно смотреть, знаете где? В DRM-Info. Когда я сейчас вам покажу DRM-Info, у многих возникнут непонятки. Непонятки в плане того, что данный TV-бокс имеет сертификации. Microsoft PlayReady DRM присутствует. Google Wideline L1, пожалуйста. CNC Clear K от Google, кстати. Фактически данный TV-бокс сертифицирован, но не на Android TV. То есть здесь просто-напросто не занимались сертификацией Android TV. Он сертифицирован для стриминговых сервисов, кроме Netflix, не имея, скажем так, Android TV интерфейса. Также у него есть интересная классная тема — аппаратные декодеры. Смотрите, AC4, EAC3, DTS, DTS HD, DTS HD Profile LBR, AV01, AVC, EVS, AVS3, Dolby Vision. Да ладно, слушайте. А что у нас получается? Практически все в декодерах. И да, ребят, это самый главный прикол этого действия в том, что здесь есть декодеры. То есть здесь есть лицензии звука. Если раньше югусы работали в пробросе, то на текущий момент они работают в лицензиях. И такие стриминговые сервисы, там писали, видел сейчас, я вам упомяну, вот один из стриминговых сервисов, который прям очень сильно зацепил одного подписчика, Тапотолк. Это, кстати, да, Тапотолк он использовал, и ему нужен был Wideline L1. Да, здесь Тапотолк работает. Так же, как и другие стриминговые сервисы, которые поддерживают Dolby Audio. Пожалуйста, они здесь будут работать. Мало того, раз уж мы здесь и говорим про стриминговые сервисы, то основной стриминговый сервис YouTube, при проигрывании 5.1 файлов, вот, например, тестовый официальный Dolby тест, мы когда его включаем, у нас появляется возможность прослушивать 5.1 файлы, вот здесь вот в настройках, 5.1 звук, объемный, пожалуйста, он здесь есть. Это топ. Это топ. Это первый раз, когда не на Android TV, а на AOSP имеются столько сертификатов, имеется возможность
официального прослушивания 5.1 звука в YouTube. При этом он поддерживает HDR10+, HDR10 в YouTube. Пожалуйста, мы включаем сейчас. И при этом все это в AV101 кодеке. Вы видите вставочку, видите, как он проигрывает. Здесь я специально ставлю VP9, мы смотрим. Вот VP9. А на вставочке вы видите, что у нас есть AV01 4К 60 FPS и вообще не дропает. Вообще не дропает. При этом я вам скажу другой момент, что при просмотре Google Play фильмов здесь, которые вы, допустим, покупаете у себя там в Google TV на вашем аккаунте, вы будете просматривать в оригинальном качестве с поддержкой того же самого 5.1 звука, либо того типа HDR, который сюда завезли, включая Dolby Vision. Обалдеть, ребята, обалдеть. Дальше пойдем чуть-чуть с вами по менюшечке пройдемся. А в менюшечке все интересно. Но давайте так, стоп. А давайте перед менюшечкой мы еще отметим с вами пульт UR02. Крутой пульт, который поддерживает мультимедиа. Давайте уж, если мы так пошли уже по порядку. Я-то управлял пультом. Давайте мы сейчас с вами включим один из моих обзоров. Ну давайте, не обзор. Включим какое-то мое видео и попробуем мультимедийные опции. Я сейчас нажимаю здесь цветные кнопочки. Нажал пауза, следующая, предыдущая. Слушайте, поиск, если нажимать, оно, оно голосовой поиск включает. И прямо внутри YouTube, топ. Если нажимать на браузер, мы можем браузер выбрать. Да ладно, аэромышь работает. Так, а в аэромыши, сейчас мы попробуем аэромышь зашли. Я рассказываю, как это сейчас работает под Югус. Кнопка назад в режиме аэромышь работает под Android TV. Смотрите, я нажимаю, сейчас мышь работает, нажимаю назад, оно переходит не в главное меню, а в меню назад. Выключение звука работает и регулировка звука работает. Слушайте, ну, а чё, пульт охеренный. Вот это обыкновенный Google пульт, вот как это тот же самый OEM Google пульта, только подогнанный под Югус. Есть субменю, ну субменю здесь программируется. Ладно, поехали по менюшке. По настройке устройства. В устройстве мы опять то же самое видим. Если зайти в обновление системы, то я уже получил обновление. У меня на момент съемки версия 1.3.7. И что самое интересное, я получил обновление, и в самом обновлении, ну там мелочи какие-то они исправили. Самое прикольное это то, что он может транскодировать Dolby True HD в SPD на AC3. Просто потому, что у него есть декодинг. Вдумайтесь, владельцы старых ресиверов, сможете ли вы теперь смотреть Dolby True HD дорожки через оптику? Сможете. С этим ТВ-боксом сможете. Shield такого не может. Сразу говорю. Nvidia Shield такого не может. Кстати, Hamatic Airbox 4K такого не может. Транскодированием заниматься таким точно нет. Дальше, тут версии прошивки, сборки нас это мало волнует. Язык тоже, входы и устройства. Ну, HDMI цик, само собой, здесь один из самых расширенных. HDMI цик тут работает с телевизорами, если они их поддерживают. Это факт. Клавиатурки. Можно выбрать клавиатуру, управлять клавиатурами. Кстати, у нас же есть дистанционная клавиатура Югус, есть приложение. Я много раз показывал. Ну ладно, сейчас перейдем. Менеджер кнопки, встроенный ремаппер. Кнопка меню. Вот здесь вот мы можем программировать вот эту кнопочку меню, когда нажимаем, отправляем команду при единичном нажатии, при двойном, при тройном и при длительном. То есть мы можем задавать бесконечное количество каких-то различных, допустим, моментов, там, перезагрузить спящий режим, включение-выключение Wi-Fi, выключить звук, открыть настройки видеоизображения, даже автофреймрейт включать, AFR-кальк для подсчитывания частоты текущего контента, потому что некоторым не нравится постоянное мерцание, а здесь ты нажимаешь AFR-кальк, например, видите, там какое-то стробо, нажали AFR-кальк, оно пересчитало, переключило режим и продолжайте смотреть без стробоэффекта, очень классная тема. Ну, мышь, здесь управление указателем, сократить время работы указателя, это все круто, и USB. Скорость USB порта можно задать, отправлять в сон, USB мод задать, OTG либо хост и использовать USB для файл трансфера там по умолчанию. Экран и звук. Тут самое интересное начинается.
Разрешение. Разрешение поддерживается до 8К 60 Гц, в том числе 4К 120 Гц. При этом работает достаточно стабильно, дорабатывает. Можно задать размер буфера кадров, потому что, но смотрите, при размере буфера кадров в 4К интерфейс будет выглядеть конкретно четче, но возможно некорректная работа с анимацией, потому что это вина самого Google при работе с анимацией, а не самого Югуса. Объясню. Дело в том, что при обработке анимации сам по себе по умолчанию Android не умеет работать с фреймбуфером 4К. Вот этот вот фреймбуфер 4К делает уже сам по себе Югус. То, что там разрешение интерфейса 4К, вам важен еще и фреймбуфер в 4К. Цвета. Здесь можно управлять политикой HDR, можно HDR Dolby Vision адаптивный задавать, либо всегда Dolby Vision, либо всегда HDR. Все это работает правильно. И тут еще появляется у нас классная опция улучшенный HDR в SDR. Это по типу AVS 10 технологии UZID, по типу, я не говорю, что это AVS 10. Это когда он транскодирует HDR-поток, HDR-метаданные в SDR и раскрашивает его в SDR в очень похожие подходящие цвета. Если у вас SDR-телевизор и вы включите эту опцию, вы получите максимально красочное изображение. Вот я сейчас включил эту опцию, пожалуйста, и если я сейчас пойду в ютубчик и включу свое же, то же самое видео, которое я смотрел только что, вот это вот, оно будет намного красочней и ярче, чем вот оно будет очень похоже на HDR. Я вам объясню, что это за технология. Это то, что есть у NVIDIA. У NVIDIA Shield, потому что у них нет HDR в YouTube. Чтобы вы знали, да, многие до сих пор не знают, у NVIDIA Shield нет HDR в YouTube, и они применяют именно вот эту вот технологию для улучшения. Где там наша цветность? И также есть настройки видеоизображения, вы можете тут делать все, что вам захочется. Дальше положение, ориентация, ориентация у нас нормальная, масштаб и шрифт, это хорошая опция, вы можете для слабовидящих задавать разрешение DPI и размер шрифта, автоматическая подстройка частоты, тут вам вообще не нужно ничего рассказывать, потому что Югус это самый монстр в автофреймрейте. Он поддерживает абсолютно все придуманные варианты автофреймрейта. И во всех приложениях, и допустим, в Google приложение, через API Google, вы сейчас видите вставку из Vimeo Media Player, то есть там есть все разрешения, все частоты, которые поддерживает телевизор. И здесь также можно делать AFR Calc, когда у вас автофреймрейт по кнопке. При этом вы можете задавать тонкую политику, можно использовать дробные частоты, можно не использовать, можно отправлять события паузы, задержки возврата параметров экрана в секундах для того, чтобы в IPTV не мерцало постоянно. Это просто топовая штука. Добираемся до управления звуком. Мы можем управлять, включать, выключать системные звуки, HDMI, SPDIF. У нас можно выключать регулятор громкости в приложениях. Это он недоступен, если включен ЦИК. Я вам скажу, если у приложения есть собственный регулятор громкости, он может его использовать. И в расширенных настройках звука у нас тут все еще интереснее. Формат PCM. Мы можем с вами настроить свою систему для аудиовоспроизведения именно в высоком качестве. Например, через SPDIF стерео 32-192 Гц, HDMI поддерживаемые стандарты, USB аудио у нас поддерживается и звук. И микрофон, ребят, через микрофон вы можете включить и делать Google Meet, можете использовать Skype и тому подобные сервисы. Микрофончик здесь поддерживается через USB-шечку. Вы можете задавать количество шагов громкости, кому там медленно перемещается, либо быстро. Это все регулируется и из форматов звука. По форматам звука мы вернемся немножко позже. Панели интерфейс. Фирменные фишки, давайте статусную. Мы можем включать навигационную. Навигационную выключаю сразу. Можно вытягивать панели. Можно задавать цвета, можно окно недавних приложений настроить, потому что у нас есть же с вами окно недавних приложений. Нажимаешь 2 раза на домик, вот такая штука появляется. Крутая штука, сразу говорю. Теперь информационная панель. Очень классная штука. Давайте, нагрузка сети нет. Давайте включим температуру, частоту, загрузку RAM. Тут мы аудиорежим еще включим. Больше мне пока ничего не надо. Состояние пользователя. Мне этого достаточно для того, чтобы промониторить загрузку памяти, для того, чтобы промониторить температуру. Есть приложение голосового ввода, вы можете использовать, и анимации. Я ставлю всегда 0.5, для меня это самый плавный. Питание. Если вы думали, что это все, то это, знаете, примерно серединка описания его каких-то базовых возможностей. Базовых, все правильно понимаете.
Индикатор питания можно управлять. Сейчас у меня, кстати, когда клацает на мышку, если такой красный, ну вы на проходках видели красивый зеленый такой цвет, он переключается очень, он очень. Слушайте, давайте, наверное, его сниму все-таки. Вот, смотрите, как он выглядит. То есть, когда я нажимаю на кнопочку на какую-то, оно так еще реагирует, ну, действительно красиво. Хорошо, теперь по питанию. При подаче питания включиться либо выключиться. С учетом того, что если у вас отключают часто свет, то вы можете задать опцию, когда он не будет включаться при подаче питания. Режим максимальной производительности. Мы можем поставить режим максимальной производительности, у нас задерет сейчас частоты, и он будет вообще что сумасшедше работать. И у нас в AnTuTu будет не 290 там с чем-то тысяч баллов, а за 300 перевалит. Это очень классно. Теперь действия кнопок, режимы энергосбережения и различные тонкие настройки. Добрались до хранилища. Samba сервер, NFS клиент, CIFS клиент. Миллион раз показывал в своих обзорах, что это. То есть мы можем подключить к нему жесткий диск, смотрите, задать логин, пароль, выбрать какой конкретно диск раздавать, и мы в сеть просто-напросто транслируем общую папку. Куда вы взяли, прям со своего смартфона вот так вот файлики передали, они доступны на TV-боксе. NFS клиент и CIFS клиент. CIFS клиент — это подключение к общим папкам Windows, подключение к общим папкам, которые раздают через Samba сервера, например, какие-нибудь ваши NAS серверы и тому подобное. NFS клиент — это для NAS серверов. Суперпользователь работает, и в принципе тут еще дополнительные настройки есть какие-то сумасшедшие. Наконец-то мы закончили с меню. Югус приложение показывать, не знаю, честно говоря, уже столько раз показывал, вы можете это посмотреть в обзоре, например, там на Югус M8. Меня больше интересуют возможности этого ТВ-бокса, в которых мы поняли, что YouTube уже работает. И если там посмотреть, например, ну давайте, Migu IPTV, я на этом даже останавливаться не хочу. То есть у меня работают все стриминговые сервисы, кроме Netflix в 4К 60 FPS, кроме Netflix в 4К Dolby Vision HDR. То есть у меня работают с мгновенным переключением мои каналы. Смотрите, просто, тут скорость просто кончено быстро все. Вот, там 1+1, ICTV-шечка, там раз унянчик, смотрите, все там, все быстренько. А тут у нас, не буду говорить, кто с кем целуется, но явно это какой-то взрослый фильм. Также здесь будут работать у нас фильмы в HDR и в Dolby Vision. Кстати, вот уже первые ласточки в Dolby Vision начали появляться в самом Migu. Даже вроде бы как должны появиться дорожки 5.1, какие-то они уже там пытаются завести. Но фильмы тут спокойненько проигрываются, можем смотреть какие-то фильмы на стриминговых сервисах. Это отлично. И тут будут работать действительно там все ваши стриминговые сервисы, опять же, я сказал, кроме Netflix. Хорошо, потому что, слава богу, Dolby лицуху затянули. Вот с этим понятно. Теперь я хочу поговорить про возможности декодирования и воспроизведения. В обыкновенном коде из маркета вы уже можете здесь проигрывать Dolby Vision. Давно уже кодик поддерживает Dolby Vision. Какой же Dolby Vision, какой же звук он поддерживает? Давайте со звука начнем. Dolby Digital Plus. Все это у нас в декодере такое. Раз и работает. Dolby True HD. Раз и работает. Вот ты взял, включил, оно и работает. Вот это отличает его качественно от других ТВ-боксов. То есть он становится очень похож на экосистему Zidu. Объясню, почему на экосистему Zidu. Ну, вот сейчас у нас там DTS HD Master Audio будет воспроизводиться. Давайте включим там DTS HD Master Audio. Все это работает. Почему на экосистему Zidu? Потому что, давайте теперь отметим. Свой плеер есть, который проигрывает эти все форматы. Есть автофреймрейт свой, есть. И даже есть свой music плеер, который тянет там и DSD-шечки, по крайней мере у меня он там тянет там 96 Гц, килогерц, там различные. При использовании USB ЦАПов вы можете здесь слушать очень высококачественную музыку. То есть в данном случае у вас, в отличие от Zidu, у которых там за оверпрайс там, в $400, ну, например, у меня есть UHD 8000, там цена за 1000 евро, за 1000, я его брал за 1080 фунтов. Там своя обвязка. Здесь вы можете купить его за 200, там, либо уже дешевле на момент того, как вы будете смотреть долларов этот ТВ-бокс, вставить USB ЦАП, все будет зависеть от вашего бюджета ЦАПа и слушать высококачественную музыку. То есть это зародилась своя экосистема. Вернемся в коде, потому что мне нравится там тестировать, и пойдем. Кстати, вы видели, он в фоне проигрывался. А мы пока там клацали.
И пойдем с вами в тесты. Что касаемо 8К, там 60 FPS в 300 Гц, то пожалуйста. Ой, в 300 Mbps. Этот ролик я сам лично делал, сэмпл. Ему для проигрывания вот этого 8К нужно 16% своего процессорного времени. 16% нагрузки. Да, сейчас загрузка памяти 5.47, но он спокойно проигрывает сэмплы 300, ну вот 8К 24 кадра, это фильмовый вариант. Это, кстати, снимал лично я. Вот это видео я снимал своими руками. Своими руками на высоте 500 метров. То есть это топ. Говорить о том, чтобы мы тестировали какие-то там 60-гиговые гейминги, это даже уже смешно. Потому что это не то, что там производится, мы там переключаем за мгновенными какими-то перемотками на SSD-шники, подключенному к USB 3. И то же самое, давайте так, я вам скажу сейчас одну вещь, что Matrix, который я не имею права сейчас показывать в YouTube, он тянет все. Вот вы придумали, если там есть количество раздающих, он будет тянуть все. Просто все. Хорошо, LG Барселона, там эти вот тестовые какие-то красивые фильмы. Ой, красиво, слушайте, очень красиво. Теперь по Dolby Vision. 8-й профиль играет, вы видите вставочки, ребят. 5-й профиль тоже у нас в Dolby Vision играет. То есть все вот эти вот любимые наши раздачи. 5-й, 8-й, кстати, и в AV1 он тоже спокойно гоняет, и 7-й профиль он тоже читает, но второго слоя, да, просвечивающегося я, к сожалению, не вижу. То есть он игнорирует второй слой, но 7-й профиль Dolby Vision в нем есть. То есть отлично. Я вам скажу, в данном варианте это максимально, что можно выжить вообще из этих, скажем так, процессоров. У меня, видите, автофреймрейт переключился. Нажимаю 2 раза на домик и могу все позакрывать. То есть мы понимаем с вами, что у нас этот TV-бокс просто-напросто воспроизводит все. Тротлинг-тест хотите? Ну, давайте попробуем тротлинг-тест. Очень интересно, конечно, думать, что такая штука не потянет тротлинг-тест. Хочется заморочиться, знаете, с чем? С приложением от Yugus. Но не будем. Давайте стартуем тест и чуть-чуть погуляем, подождем. Ну что, убедились? Идеальный тротлинг-тест. Просто идеальный. Температура максимальная у нас была по нашему показателю 65 градусов. Меня не интересуют показания вот этого. Меня интересует, я лично сидел и смотрел на все температурные процессы. То есть в процессе использования данный TV-бокс не греется ни на каплю, вообще никак. То есть у нас на текущий момент остается из того, что мы можем проверить, ну, мультимедиа мы все проверили. У него есть, кстати, ну, Yugus сервер. Блин, вот вы меня с этим Yugus сервером, я знаю, что меня не простите, если я не запущу Yugus сервер. Вы, кстати, его можете отключить для экономии ресурсов. Открываем Yugus Remote. Вот, пожалуйста, видите, у нас Yugus Remote. Вы видите запись с нашего экрана. Нажимаете подключиться по Wi-Fi, например. Он обнаружил SK1. Вводим код, который он нам предлагает ввести, 52611. Окей. И у нас есть и управление тачпадом. Есть показать клавиатурку. Давайте выйдем в главное меню. У нас есть стандартный. У нас есть стрелочная навигация, как на простом, допустим, Android TV боксе. Выходим назад, обыкновенные наши вот эти вот моменты. Зеркальный экран мы можем зеркалировать прямо на ваш смартфон. Я такой первый раз вижу вообще. Никто из ТВ-боксов такое не может. Воспроизвести видео со смартфона, это по сути, знаете, они сделали аналог технологии Chromecast, только свою, Yugustcast какой-то. Вот я его так называю. То есть мы просто-напросто выбираем файл, который у нас есть на диске, либо в вашей памяти телефона, и просто-напросто берем и отправляем его на смартфон. Также мы можем тут передавать изображение, и у нас есть даже какой-то аналог джойстика, который, честно говоря, он самый простой. То есть это классная тема. Что же еще вам показать в данном ТВ-боксе? Поиграем? Давайте что-нибудь попробуем, какие-то простецкие игры. Я беру свой геймпад GameSir. Мне же интересно, как это вообще работает. Отключаемся. Ой, какие манипуляторы. И включаем геймпад. Есть. О, сразу определила. Вообще не вопрос. Слушайте, там Red Bull установлен, красный мячик. Нет, не наша тема, не для такого ТВ-бокса. Вот мне интересно, как будет работать Battle Supremacy. Попросил Google Play игры.
Вообще классный бокс. Классный в плане того, что это вот самый интересный бокс в этом бюджете для тех, кто любит не сертификат. Не сертификат, это однозначно. Давайте пробуем компанию. Слушайте, достаточно быстро работает. Вот для Battle Supremacy, вау, для Battle Supremacy подходит. Потому что, допустим, на том же каком-нибудь S905X4 ты там сильно не поиграешь на самом-то деле. А Battle Supremacy серьезная игра. Поехали. Так, это мы поворачиваем лево-право. Все нормально. Так, давай право. Теперь мы можем... Поехали. Слушайте, очень адекватно, смотрите. То есть хорошее быстродействие. Поехали дальше. Фух, ну что, даже для игр подходит, для каких-то. Потому что Battle Supremacy, если вы запустите на своем X4 на каком-нибудь, даже на X5, который только планируется выходить, он будет не ахти как хорошо работать. Давайте чуть изменим масштабы. Так, ну кто там у нас стреляет? Такой умный. Вот он стоит. А, вот он, вот он, вот он, вот он. Он далеченько, конечно. Или я не в того стрелял? Блин, я не в того стрелял. Вот он, чудо стоит. На. Раз. Потом можно просто менять. На ходу стрелять. 2. Можно таким макаром. 3. Вопросов нет. Хорошо. Ну, давайте Raptor GP еще 2. И все, выходим. Уже будем делать выводы. Да, предоставляю доступ к устройству контроллер. Интересный. Интересно. Не сертификат Android TV, но сертификат в плане лицензии для просмотра защищенного контента. Особенно, я знаю, для кого это пойдет. Это пойдет для тех, кто слушает. Из него можно сделать стримы. Представляете, вы покупаете USB обвязку под него и стримите прямо со своего смартфона. Вау. Можно заморочиться так. Вау. Да ну, тут вообще даже не стоит. Смотрите, тут вообще даже не стоит морочиться. Все работает идеально. Ничего не тормозит. Температура у нас в играх 55 градусов. Ребята, 55 градусов. Все, я выхожу, делаю выводы. А в качестве выводов скажу, я его не то что рекомендую, я в него, откровенно говоря, влюбился. Цена немножко отпугивает. Ну да ладно, слушайте, где наша не пропадала? Живем-то один раз, кому в ухо, кому в глаз. А с вами был Бабл на канале Технозон с Югус СК-01. Пока. Вот так вот, наверное, перевернутый должен быть.